Миром управляют словом, страхом и оружием. И все это знают. Я это знаю, ты это знаешь. Мы видим это каждый день. Каждый день, когда открываем новости, заходим в магазин, видим ценники на продуктах. Мы видим это, когда получаем очередной счет, оплатить налоги или ЖКХ. Мир, в котором мы живем, построен на идеях. На чьих-то сказанных или написанных словах. На чьих-то идеях об идеальном обществе. Только вот есть одна проблема. Есть идеи, как лучшее для самого себя. А есть идеи, как лучшее для всех. И то, что мы сейчас наблюдаем – войны, кризисы, оборзевшая элита, цены, налоги, поборы, угнетение большинства – все это никакой не хаос. Это и есть воплощенная идеология. Идеология тех, кто видит в тебе, во мне, вовсе не какого-то там человека, а ресурс. И мы, большинство, якобы выбираем. Выбираем себе лидеров, которые наконец-таки начнут думать не о себе. Не о себе любимых, а обо всех нас. О людях. И все мы ждем. Все мы ждем, когда же это случится. А на самом деле никто уже давно ничего не ждет. И ни во что не верит. Все давно опустили руки и просто наблюдают. Как какие-то дяди Васи развязывают войны по всей планете, придумывают какие-то правила и законы для нас, не для себя. И все еще делят. Делят кусок пирога под названием «Земля». Наша земля. Не чья-то, а именно наша. И на самом деле в том мире, в котором мы все живем, есть другая идеология. Не для элиты, не для избранных, а для тех, кто еще не разучился дышать, кто еще не разучился думать своей головой. Идеология, которая построена не на чьей-то жадности, жажде власти, ненасытности, а на 3 осях, на которых держится весь этот мир, на котором держится весь свод этого мироздания. И сегодня я о них расскажу. Ось первая. Человек – это цель, а не средство. Никакая государственная надобность, никакая великая мысль, никакая прибыль не стоит человеческой жизни, его свободы, достоинства, радости, счастья. И если строй начинает вдруг употреблять человека как вещество, как ресурс, то он преступен. И все. Точка. Нет никаких компромиссов. И нет никаких оправданий. И неважно, будь то один человек или государство, если кто-то убивает, обкрадывает, угнетает, совершает насилие над людьми, тот, кто идет против законов Бога, еще раз, неважно, будь то один человек или кучка каких-то элит, тот, кто нарушает правила этики и морали, тот, кто идет против законов нравственности, человечества и Бога, тот преступник, психопат, маньяк. И не как-то там по-другому. Ось вторая. Семья. Семья есть опора всего государства. Не отдельно какой-то взятый индивид, не товарищество, не политический кружок. Семья. Мужчина и женщина, их дети, их родители, их род. Это все крепость государства. Крепость государства – это сеть крепких семей. А все, что рушит эту семью, рушит и государство, рушит общество. Все, что не укрепляет семью, все, что ее уничтожает. И наоборот, все, что укрепляет семью, укрепляет абсолютно все.
И на самом деле это банальная, простая истина. Ось третья. Сильный оберегает слабого. И это никакое не господство, где один подавляет другого. Это ответственность, где сильный всегда отвечает. Защищает детей, женщин, стариков. Абсолютно всех. Абсолютно всех, кто не может постоять за самого себя. Это никакая не милость, а долг. Долг любого, кто на самом деле обладает какой-то властью или силой. Если сильный обращает силу против слабого, то тогда он перестает быть защитником. И он становится хищником, паразитом. А хищников, как мы знаем из всей истории человечества, паразитов всегда останавливают. Всегда. Вот они, эти три оси, на которых держится все мироздание. А теперь давайте-ка оглянемся вокруг. Посмотрите вокруг себя и скажите, есть ли хоть одна из них в том цивилизованном якобы мире, в котором мы живем? То-то же. Государство. Это не какая-то там малочисленная кучка элиты. Там, наверху. Это никакая не система власти для подавления населения. Государство – это общественное народное объединение, созданное только с одной целью – выживание. Выживание человечества, потому что вместе всегда легче выживать. Государство – это никакая не власть, потому что все, кто там сидят наверху, это, так-то на минуточку, просто слуги народа. А власть не в каком-то там отдельно взятом государстве, а на всей планете Земля – это закон. Закон Бога. И нет ничего выше на планете Земля законов Бога. И пускай хоть кто-нибудь попробует сказать, что это не так. Государство – это никакой не хозяин, а власть – это не сенаторы, не депутаты, не президент и не власть имущие богачи. Государство – это орудие, и оно существует, чтобы оберегать. Оберегать рубежи, обеспечивать справедливость, закон, равный для всех, и творить условия для возрастания семей, общин, всего общества, дарований, творческих личностей, индивидуальностей и стоять на страже пределов. На страже пределов закона, закона нравственности и морали, которые нельзя переступать. Защита детей, стариков, запрет растления и хранения заветов предков. И, к слову, так-то на минуточку, также святых, пророков, Иисуса Христа, Мухаммада, Будда, Кришна. А что мы видим? Государство все чаще ведет себя как хозяин, а люди – это рабы, это ресурс. Но все мы знаем, потому что нам все время об этом говорят, государство служит людям, а никак не наоборот. И что же получается? Нам все время лгут, нас обманывают. А кто у нас, так-то на минуточку, самый большой лгун на планете Земля? Говорят, что дьявол. И что же у нас получается? Что все те, кто нам врет, это его сообщники, демоны в человеческом обличье. А теперь давайте-ка о деньгах. Хозяйство – это никакая не самоцель, а средство. Средство в руках человечества, в руках общества. И оно живет для человека, а не человек для него.
Прибыль не может быть выше человеческого достоинства. Земля, вода, недра – это никакие не товары, а общее достояние и наследие, причем каждого. И если кто-то продает их зарубежным хищникам, это никакой не рынок. Это предательство. Предательство своего народа. Труд – это никакая не услуга, не человеческий капитал, а вклад в общее дело. И он должен быть достойно вознагражден, и все об этом знают. А ростовщичество, биржевые игры на чужих нуждах, стяжание без труда – это никакой не бизнес, а паразитизм. Паразитизм на теле народа. И вот что еще важно. Законы Бога, заповеди предков, пророков – это никакое не предание, не забава, не сфера услуг, не музей. Это лицо, лицо народа. Без языка, без летописи, без обычаев, без героев народ – есть лишь просто население, быдло, стадо. Потому что предание – это оборона народа души. Потому что все, что воспевает насилие, растление, бесстыдство – это никакое не искусство, а порча, яд для отравления человеческого сознания и манипуляция. Манипуляция паразитов. А теперь давайте-ка на минуточку вдумаемся внимательно. Есть вещи, которые не обсуждаются, потому что они не имеют права просто быть, просто существовать. И это никакая не нетерпимость. Это забор. Забор перед пропастью и тьмой. Насилие над детьми, воспевание растления – это не чужая особенность культуры, а злодеяние. Злодеяние против всего человечества. Принуждение человека к тому, что ломает его природу – это не свобода, это насилие. Разрушение семьи, насилие над детьми – и воспевание растления молодежи – это не какая-то там чужая особенность культуры, а это злодеяние. Злодеяние против всего человечества. Принуждение человека к тому, что ломает его природу – это никакая не свобода. Это насилие. Разрушение семьи. Разрушение семьи, как нарочитая политика, это не развитие, а это истребление народа. Геноцид. Геноцид в прямом его проявлении. Воспитание юных в духе нет пола, нет родины, нет родной земли, нет Бога. Это никакое не просвещение, не образование, а уничтожение. Уничтожение будущего. Тебя, меня, всего человечества. И все эти пределы не обсуждаются. Не потому, что мы нетерпимы, а потому что за ними бездна. И если мы не поставим ограду, то тогда туда упадем все мы. Все человечество. Туда упадут наши дети. Наши дети. Там растворится, в этой пустоте, все наше будущее. Но есть и еще кое-что. Вот только эта правда не для всех, а она только для тех, кто готов открыть свои глазки и ушки, кто готов думать своей головой, а не слышать какие-то сладкие речи кого-то там с голубых телеэкранов. Защищать семью, детей, народ, правду. Отвечать за свои слова, за дела, за поступки, за тех, кто рядом, за своих близких. Строить, а не ждать. Делать, а не клеймить. Созидать, а не разрушать. Быть примером, жить так, чтобы другие видели.
чтобы другие видели, что это возможно. И это никакие не избранные там люди, а это каждый из нас. Потому что в любом сословии, во всяком ремесле всегда есть люди. Учитель, что учит правде, а не какой-то там указке сверху. Врач, что лечит человека, а не свой собственный кошелек. Воин, что оберегает свой народ, а не карает его, выполняя чьи-то преступные приказы. Мать, что взращивает человека, а не потребителя, который вечно ноет: еще, дайте мне еще. Отец, что отвечает, что держит ответственность, а не бежит. И, к слову, может быть, один из них ты, мой дорогой зритель. Государство не может быть самоцелью, потому что выше государства всегда есть закон. Закон Бога, закон совести. Потому что выше правды, выше законов Бога, который не писан людьми, ничего нет. Не существует в природе. Если закон государства противоречит совести, законам Бога, то этот закон не имеет никакой силы. Если приказ начальника какой-то там власти противоречит правде, то этот приказ – преступление. Преступление против своего народа, против людей, против человечества. Если учение требует отказаться от человечности, это никакое не учение. Это секта. Поэтому основа всякого деяния – это не так, как принято или кем-то сказано, а так, как правильно. Это не так, как все делают так, и я буду делать так же. Нет, я не буду делать, что противоречит природе человека, что противоречит нормам этики и морали, нравственности. Как-то так. И никак по-другому. Запомни эти слова, мой дорогой зритель. Население – это те, кем управляют, а народ – народ – это те, кто управляет сам собой. Население – это те, кто потребляет, это потребители. А народ – это тот, кто созидает. Это тот, кто строит. Это тот, кто строит будущее для своих детей, для потомков, для новых поколений. И народ – это тот, кто держит за это все слово и ответственность перед своими собственными детьми, перед потомками. А когда говорят «все ценности равны», это вранье, это ложь, это обман. Потому что жизнь и достоинство человека неприкосновенны. Семья, род, народ и его предания, заповеди предков, законы Бога – это не государство, потому что государство – это только инструмент. Хозяйство, успех, умение – это всего лишь средство для построения светлого будущего. И если хозяйство давит на народ, давит на человека, хозяйство меняют. И если государство давит на семью, угнетает человека, то тогда государство переделывают. Если успех требует отречься от человечности, то это никакой не успех. Это падение. Падение во тьму. Здесь и сейчас. Вот в чем правда. И сегодня все человечество, я, ты, мой дорогой зритель, все мы стоим на перекрестке. Весь этот мир, кризис, войны, боль ждут наших решений.
лично твоего решения, зритель, от которых зависит абсолютно все. Все будущее твоих собственных детей, потомков, все будущее, светлое будущее, мой дорогой зритель. И это не какой-то там дядя, который придет и все порешает. А это твоя личная ответственность. Вот в чем правда. Потому что первый шаг в светлое будущее может быть сделан только тобой, мой дорогой зритель. Потому что каждый из нас – это не просто человек, а это существо, созданное по образу и подобию Господа нашего, который так-то дал нам землю в управление всем бесплатно. И каждый из нас – это хозяин своей собственной земли, а никакой не раб. И перед каждым из нас существует выбор. Остаться ли нам рабами, населением, потребителями, или стать хозяевами всей этой планеты. Стать хозяином своей собственной, нашей земли.